Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю вместе со мной приготовить чебуреки. Мои заказали, значит, будут им сегодня чебуреки. Тут у меня муки килограмм, пол-литра воды из-под крана прохладненькой. На пол-литра воды и соли 2 чайные ложечки. Нам этого будет достаточно. Соль размешаю и наливаю в муку все пол-литра. И сюда же отправляю 2-3 ложки растительного масла. Я думаю, пару ложек нам будет достаточно сегодня. Как обычно, сначала ложкой. Тесто будем вымешивать упругое, но не тугое сильно. И не жидкое. Тесто должно быть комфортное в работе. Все, переходим к ручкам. Зачищаем стенки чаши и начинаем замес. Припыляю стол мукой и буду вымешивать дальше на столе. Пока я занимаюсь тестом, внучка у меня чистит лук, будет сейчас молоть мясо, готовить начинку. Обычно я, когда тесто на чебуреки замешиваю, кладу или водку, или уксус. Сегодня ни того, ни другого не положила. Забыла, конечно. Отправлю сюда чайную ложку уксуса. Нету уксуса, положить столовую ложку водки. Тесто вымешивается довольно-таки легко. Посмотрите, какое оно. Оно еще не готово. Не старайтесь мутузить его до готовности. Помесили, собрали колобочек, укладываете в пакет и отправляете отдыхать. Пока тесто отдыхает, мы займемся с внучкой начинкой. Мяса у нас не так уж много, 800 с небольшим хвостиком граммов мяса. Я вот помельче порежу. Не хотим мы пачкать мясорубку. Мясо будем молоть в измельчителе. Здесь на 850 грамм мяса внутреннего жира 150 грамм. Тут у меня полкилограмма лука. Лук можно при желании мелко-мелко порезать ножом. Но такого желания у меня сегодня нет. Вот так вот нарежу помельче немного. Внучка все это перемолит тоже в измельчителе. Мясо с луком перемололи. Нужно заняться тестом. Тесто стало такое послушное. Тесто подмесили. Нам надо будет еще раз подойти. Тесто не готово. Пока тесто будет отдыхать, отправляем к начинке чайную ложку полную соли. Я чуть-чуть еще добавлю. Черный перчик, чайную ложечку. Тут у меня зира, щепоточку. Много не надо. Разотрем ее. Соль, черный перец, зиру положили. Теперь вымешиваем. Попробуем на соль. Теперь добавлю сюда для сочности воду. А то тут у меня холодная вода с холодильника, 200 грамм. Посмотрим, сколько возьмет начинка воды. Все 200 грамм воды уходит в начинку. Посмотрим, что с нашим тестом. Посмотрите, какое красивое тесто. Гладкое-гладкое. В разрезе какое. Отличное тесто. Смотрите. Вот такое тесто должно быть в готовом виде. Приступаем к хлеб. Как обычно, тесто делю порционно. Сначала в жгутик, делю на кусочки, скатаю в шарики. Из этих шариков делаю вот такие вот лепешечки, чтобы мне было удобнее катать. И эти лепешечки складываю в мешочек, чтобы тесто не обсыхало. Прежде чем начать лепку чебуреков, я ставила масло. Налеплю несколько штучек и начнем сразу жарить. Тесто очень комфортное. Тесто надо раскатать довольно-таки тоненько. Накладываем фарш. Фарш накладываем на одну сторону. Сантиметр, не доходя до края. Не старайтесь слишком много фарша положить. Нам надо, чтобы он еще и прожарился ведь. Теперь вторую половину накрываем. И скрепляем. Воздух выпускаем. Покажу на примере еще одного чебурека, а потом буду лепить без вас. Я буду лепить, и на помощь придется позвать сына, чтобы пожарил. Начинку. И слепляем края. Воздух выпускаем.
Главное, чтобы края не подмокли при лепке, чтобы чебурек наш не лопнул. Можно вот эти края обработать фигурным ножом для чебуреков, можно вилкой, но я ничем не буду делать. Масло у меня уже нагрелось, я закинула кусочек теста, оно всплыло, все, масло готово. Нужно начинать жарку. Лёш, давай ты жарь, а то я не успеваю. Все, сын будет жарить, а я буду лепить. Красивые получаются, да, Лёш? Нормально. О, какие красавчики. А кто же? А пупырчатые, посмотри, какие. А кто же? Ой, ну конечно. Это получились такие красивые из-за того, что ты жарить умеешь, Лёш. Да. Не из-за того, что мы тесто такое хорошее сделали, да, Лёш? Вытаскиваем на масло, пусть лишнее стечет, а потом будем перекладывать на блюдо, потому что у нас закончились бумажные полотенца. Будем от лишнего масла избавляться таким вот образом. Остальное мы будем лепить и жарить без вас. Посмотрите, каких вкусняшек мы сегодня с вами приготовили. Это очень вкусно, конечно. Хочу поломать один чебурек. Попробуем поломать. Все горячеватое. Сок течет, посмотрите, как. Это отсюда не буду выливать вкусняшку. Попробуем. Посмотрите. Это, конечно, очень вкусно. Тесто хрустящее, слоится какое-то немного. Начинка сочная, вкусная. Рекомендую попробовать приготовить чебуреки по вот этому рецепту. Тесто обалденно вкусное. Рецепт рабочий. Попробуйте, не пожалеете. Желаю вам на вашей кухне удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, радуйте своих родных и близких. Кушайте тоже с удовольствием, кушайте вкусненько и будьте здоровы. Мои заждались, мы идем ужинать. Всем, кто с нами ужинает, всем приятного аппетита. Пока-пока.